Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что она думает о вас сейчас, да, вот на данном этапе, может быть. Что она думает о вас? Настраивайтесь на женщину. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Смотрим, какая сейчас у вас ситуация. Знаете, вот у вас сейчас проигрывается ситуация, знаете, вот женщины я пока не вижу, да, допустим, рядом. Но вот такое ощущение, что, знаете, вот ваша вот новая любовь уже совсем-совсем рядом у вас. Вот она уже как будто, знаете, вот летит и мчит к вам. Хотя сейчас, да, сейчас вы можете себя чувствовать одиноким таким, да, вот не очень-то счастливым, дом, работа, вот, ну, как-то, ну, скучно в жизни, особой радости нет. Вы очень такой, знаете, вот по жизни вы очень справедливый человек. Вы любите, чтобы все было вот, ну, как надо, вот, честно, верно, вот порядочный такой. Знаете, вот очень светлый вы такой человек. К вам, если обратиться за помощью, вы всегда вот, ну, чем можете, тем поможете. Такой вот, знаете, безотказный, что ли, вы. Знаете, вот вы все равно вот ждете новую любовь. Вот как бы там ни было, что бы вы мне ни говорили, ну вот ждете вы новую любовь, и у вас все равно будет новая любовь уже не за горами. Вот совсем скоро, да? Хотя вот у вас есть большое опасение, чтобы женщина не за деньгами охотилась. Вот есть. Вот оно с вами идет из прошлых отношений. Вы очень этого боитесь, что снова вас как бы разведут на деньги, да? Так, смотрим, какая женщина к вам пришла на расклад. А вы смотрите, ваша эта женщина или нет. Пришла женщина, которая, вот знаете, она очень много обманывает по жизни. И после этой женщины у вас начался вот другой, новый жизненный этап. Скорее всего, это та женщина, с которой вы расстались. У вас было много чувств, немного эмоций, но и в то же время было много обмана. Вот, знаете, несмотря на то, что вы сильный мужчина, в общем-то, по жизни, вы сильный, волевой, да, может быть, даже кто-то властный в чем-то. Но вот она как-то к вам ключик подобрала, может быть, через свою любовь, да, но она веревки из вас вила, ну просто веревки. Вот как-то такое ощущение, что, может быть, даже главой вот она пыталась быть. Вот, а вы, знаете, вот вы как влюбленный, вот как мальчишка просто какой-то, да, вот подчинялись ей. Просто из-за того, что вы ее любите, ну, любили, вернее, очень сильно. Она довольно такая, ну, дама, может быть, даже с характером. Довольно манипуляторша. Ой, какая она манипуляторша. Да, она 100% вас, знаете, вот за ниточки дергала, как кукловод. Но, тем не менее, она какой-то, ну, довольно длительный, я думаю, период, она оставалась, ну, вашей королевой, главной женщиной в вашей жизни. Сейчас ее нет возле вас, сейчас нет. Вы очень долго отходили от этой женщины, переживали, страдали и так далее. Хорошо, достаточно, я думаю, характеристики, чтобы вы узнали, ваша это женщина или нет. Смотрим, что же она на данном этапе думает о вас. Она, знаете, она вот вспоминает те моменты, когда вот вы жили вместе, как хорошо она жила в шоколаде. Вот, знаете, потому что сейчас у нее не очень хорошая жизнь, не очень такой прям шоколад у нее. Ну, когда при вас она была, она довольно, ну, довольно неплохо жила, я вам скажу, да, вот, может быть, вы ее задаривали подарками, там, ну, старались как-то исполнить все ее капризы, все хотелки ее, да, сейчас у нее такого нету, вот такого джина, палочки-выручалочки, какой были вы, такого сейчас у нее нет. Да, она может там от мужчины к мужчине прыгать, но ее так не кружат, как вы кружили. Так, она, знаете, вот она в каком-то смысле ностальгирует. Но ностальгирует не за вами, а вот за деньгами, за той красивой, сытой жизнью. Ей хочется, знаете, иногда ей хочется, вот, чтобы вы побегали за ней.
Вот чтобы вы побегали, да, ну, потому что, смотрите, она знала, что вы ее любите, боготворите, да, она этим пользовалась, она думает, что и сейчас вы вот переболит, перегорит, да, вот вы там перезлитесь, и вы снова начнете мириться, вот она хочет, чтобы вы, допустим, позвонили первый, а она оденет снова корону, будет, ну, знаете, выделываться начнет. Ну, то есть она хочет снова себя чувствовать королевой, а вы такой вот верный паж, да, который будет бегать за ней, типа, вернись, я все прощу. Но не тут-то было. Вы, я думаю, не будете этого делать. Слишком уж больно она вам сделала. Слишком, знаете, вот слишком сильно вы ее любили, и слишком больно она вас ранила. Вот, да, у вас слишком много злости к этому человеку, злости и обиды, потерянное время, да, ну пусть финансы потерянные, потраченные, ну как бы, да, это тоже обидно, но все-таки вы это делали для любимой женщины, да, вы не жалели ни денег, ни средств, ни времени, ничего не жалели. У нее сейчас некоторая такая ностальгия вот за этим. И хочется снова, чтобы ее кружили. Она хочет снова, знаете, как суперстар стать, звездой такой. Да, посмотрите, у нас выпал туз пентаклей. Она скучает за большими деньгами. Это единственное, что она скучает. Зачем, да, зачем она думает. Она, в принципе, вот знаете, в ней как будто вот какой-то дьяволенок сидит, вот, да, который ее как будто подначивает, да, вот. Она вроде бы и на расстоянии от вас, но как-то вот ее тянет, знаете, к деньгам. Вот ее тянет туда, где большие деньги. Вот там, где она появляется, знаете, еще могут быть какие-то вот ссоры, склоки, сплетни. Ну вот какой-то такой, знаете, человек, ну не искренний человек, это точно. Потому что вот вы, да, вот как я говорила в начале расклада, вы такой довольно, ну, справедливый, да, вы за порядочность, вы сторонник верности, да, вот, ну, такие вот у вас ценности. У этой женщины ценности совершенно другие. Я думаю, вы это тоже заметили. Ценности, если у людей не совпадают, да, вот в браке, либо же в отношениях, то рано или поздно это все заканчивается, да. Ну вот, к примеру, люди даже, ну, возьмем не брак, да, просто вот люди встречаются, да, начало конфетно-букетного даже периода. Допустим, мужчина нацелен на серьезные отношения, на семью, да, а женщина нацелена на легкие отношения, на какой-то короткий роман, может быть, да. Ну, естественно, ничего хорошего из таких отношений не получится, потому что ценности и цели у людей другие, приоритеты другие, да, ей хочется погулять, допустим, хорошо время провести, да, да еще если обеспеченный мужчина, подарки, деньги, там, путешествия и так далее, почему бы и нет, да. А у мужчины уже, у него как бы семья, стабильности хочется, может быть, детей, да. Поэтому и эта женщина, вот она где появляется, там, знаете, вот, ну, запах денег должен быть. Она вот, знаете, вот как собака на след идет, вот она идет на запах денег. Вот эта женщина. Вот чем больше, тем лучше. Вы, знаете, вот вы с ней жили, может быть, вы этого и не замечали поначалу, потому что, ну, как правило, когда человек влюблен, вот эти все розовые очки, это все затмевается, да, мы на многие вещи мы не обращаем внимания. Либо же обращаем внимание, ну, когда уже слишком поздно, и когда уже все разрушено, и ничего невозможно вернуть. Так же и у вас было. Я уверена, что у каждого из вас были какие-то звоночки вот этого ее поведения такого. Были какие-то вот первые такие, знаете, моменты охлаждения, отдаления. Просто, может быть, вы и не замечали этого, но это всегда рано или поздно случается, да, вот с маленьких каких-то вот знаков, каких-то моментов, да, там не позаботилась, там не обняла, там не поцеловала, там еще что-то, понимаете? И люди вот как-то отходят, они охлаждают, ну, не то, что охлаждаются, охладевают друг другу, да. Вот, как-то так вот печально, да, вот самое обидное, когда в человека вкладываешься, да, вот всю душу, все средства, все, готов последнюю рубашку отдать, да, а тебе отвечают
каким-то предательством, враньем, да, вот. Но это, конечно, двойной удар, но это надо пережить. А поскольку вы сильные мужчины, то, как говорил царь Соломон, и это пройдет, да, все будет хорошо, и у вас будет новая история любви, уже с женщиной, которая оценит вас по достоинству, чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!